Загатальский район – настоящий памятник архитектуры и истории под открытым небом. Также здесь стоит побывать любителям кулинарных экспериментов. Кухня здесь самобытная и очень вкусная, вы точно останетесь довольны. Но обо всем по порядку. Закатало и местные жители, и туристы часто называют настоящей жемчужиной Кавказа. Это город, административный центр Закатальского района, который находится на реке Толочай в лесах у южных склонов главного Кавказского хребта. В ходе археологических раскопок в Загатале были обнаружили курганы, возраст которых составляет 2000 лет. В этих курганах захоронены алазанки, греческие компиляторы называли их амазонками, сражавшиеся с Помпеем около 2000 лет назад. Земля имеет богатейшую историю, она пережила все известные политические бури, приютила славных древних хуритов, стала родиной для воинствующих амазонок. При этом постепенно Закаталы превращается в крупный туристический центр Закатальского района, здесь расширяет Олимпийский центр, строятся отели, санатории. Кстати, для санаторно-курортного лечения здесь идеальные условия. Много целебных минеральных источников, безупречная экология, вкуснейшие молочные продукты, прекрасный климат. Если у вас есть заболевания легочной системы или кардиологического характера, приезжайте в Закаталы. Наверняка уже через несколько дней почувствуете облегчение. Загатальская крепость. Одной из главных достопримечательностей живописного города Загатала является также большая крепость, построенная в 1830-х годах для размещения российского военного гарнизона. Крепость Загатала была главным оплотом подавления ряда крестьянских выступлений против царского правительства. В 1907 году царское правительство депортировало в Загаталу матросов-революционеров, восставших в июне 1905 года на броненосцы. Потемкин, Загатальская церковь, построенная в 1830 году, православная в центре города. По данным Министерства культуры и туризма Азербайджанской республики, этот храм, ранее зарегистрированный как албанский храм IV-V веков, а теперь как русская церковь XIX века. Хотя при строительстве храма широко использовались элементы восточной архитектуры, больше внимания все же привлекают восьмиугольные кресты на внешних стенах храма. Согласно некоторым источникам, стены храма были расписаны еще в советское время. Также сообщается, что позже в храме вспыхнул пожар. Другой известной достопримечательностью Закатала является крепость Перегала. Если вас более интересуют исторические и архитектурные достопримечательности, рекомендуем посмотреть крепость Перегала, которая находится к северо-западу от села Юхары-Чардахлар. Точный возраст крепости никто назвать не может. В соответствии с одними источниками крепость была построена в 3-4 веках, в других указано, что это более молодое строение 12-13 веков. В любом случае, сегодня крепость Пере – архитектурный памятник национального значения. Отличительная черта крепости – формат ее строительства. Крепость была высечена внутри горы. Располагается Перегала на обрывистой части горы. Общая ее площадь составляет 30 квадратных метров, внутри 3 комнаты. Чтобы добраться до крепости, нужно было пройти по тропе шириной 1,5 метра, высеченной в скале. Тропа трудно проходима, так что крепость сегодня практически недосягаема. Впрочем, полюбоваться ей издалека и послушать легенды о крепости Пере может каждый желающий. Закатальский заповедник. О главной достопримечательности района Закатальском заповеднике стоит сказать отдельно. Располагается заповедник на южных склонах главного Кавказского хребта и занимает площадь не только Закатальского, но и Белоканского районов. Это достаточно старый заповедник, основан был в 1930 году, когда было решено объединить Кахета-Мацехский и Белоканский заповедники. Сегодня площадь Закатальского заповедника составляет 252 тысячи гектаров, из которых более 14 тысяч гектаров покрыты лесным массивом, 48 гектаров занимают водоемы и около 7 тысяч гектаров – это бескрайние луга. На заповедной территории нашлось место для множества горных цепей, для горных рек – Катихчая, Веркительчая, Колесачая, Карабчая, Балаканчая, Салтыкчай. Флора заповедника представлена 3 зонами. Это лесная зона, в которой преобладают дубы,
лисы, буки, грабы. Это субальпийское редколесье и это зона субальпийских и альпийских лугов. Фауна заповедника также поражает разнообразием. Здесь живут 37 видов млекопитающих. Это бурый медведь и кабан, олень и куница, рысь и лесной кот. Также здесь можно встретить амфибий, рептилий, 104 вида птиц.